Я обожаю глинтвейн, у меня есть мой идеальный рецепт, которому я никогда не изменяю. Им я сегодня и буду с вами делиться. Вы на канале «Жизнь вкусная». По моему убеждению, холодное время года начинается именно тогда, когда начинает хотеться глинтвейна. Если вы придерживаетесь такого же мнения, поставьте палец вверх, либо оставьте что-нибудь в комментариях. С тех пор, как у меня дома появилась мультиварка, я готовлю глинтвейн именно в ней. Это самый удобный способ приготовить этот напиток. Все дело в том, что она поддерживает заданную температуру, и напиток в ней может стоять и час, и два, а то и три, только становясь богаче, насыщаясь ароматами всех специй, которые вы в него положили. О том, как приготовить глинтвейн просто на плите, я расскажу немножечко позже. Что ж, приступим к нашему идеальному глинтвейну. Для него я купила бутылку красного сухого вина. Это не самое какое-то сложное вино, просто хорошее обычное вино без каких-либо претензий и особых вкусовых букетов. Также я беру 80 грамм сахара или меда, у меня кокосовый сахар, горсть изюма, это примерно 25-30 грамм, такой вот небольшой корешок имбиря, размером где-то с большой палец, 1 апельсин, 1 яблочко, 200 грамм ягод, и это ключевой ингредиент моего глинтвейна. Я предпочитаю брать какие-нибудь темные ягоды, например, черную смородину, здесь у меня также ежевика, просто достала из морозилки и даже не размораживала. А также набор специй. 10-12 коробочек кардамона, 8 бутончиков гвоздики, 3 звездочки аниса, и обычно я беру, если у меня есть палочки корицы, 3-4 штуки, сейчас у меня корицы в палочках нет, поэтому я взяла просто обычную корицу, 3 чайные ложечки. Первым делом я подготавливаю фрукты. С апельсина мне необходимо снять цедру просто вот такими вот полосками, потому что именно она придаст аромат нашему глинтвейну, такой вот характерный, цитрусовый, согревающий. Снимаю простым ножом-экономкой. Вы можете аккуратно снять ее при помощи ножа, стараясь не особо задевать вот эту вот белую часть, которая может горчить. Сам апельсин глинтвейн мы тоже будем использовать. Мы выжмем сок и отправим его в емкость. Сразу же разрежу его, чтобы потом быстро его выдавить. Яблочко я могу или просто разрезать пластинами, или разрезаю вот так напополам и нарезаю такими вот тонкими пластинками. Имбирь тоже нарезаю пластинами прямо в кожуре. Очищать дополнительно его не нужно, просто перед этим хорошенько помойте. Отправляю в чашу мультиварки яблоко нарезанное вместе с апельсиновой цедрой и имбирем. Также я выжимаю сюда апельсиновый сок. Саму вот эту вот кожицу, шкурочку я тоже отправляю в мультиварку. Всыпаю сахар, также специи, отправляю изюм. Теперь в чашу мультиварки идут ягоды, и самый основной компонент – это вино. Готовить глинтвейн в мультиварке лучше всего в режиме подогрева, либо в режиме, в котором вы можете сами устанавливать температуру. Температура должна быть 70-75 градусов. Обычно в мультиварках температура подогрева соответствует примерно как раз таки в планке в 70-75 градусов. Вино должно постоять со специями минимум 30-40 минут. Я обычно оставляю где-то на пару-тройку часов. Я выбираю режим «Личный повар». Это как раз тот режим, который позволяет мне выбрать температуру. Если вы хотите приготовить глинтвейн просто на плите, отправляйте все ингредиенты в кастрюлю и установите под кастрюлей самый маленький огонь. Медленно прогревайте напиток, и когда его температура достигнет приблизительно 70-75 градусов, визуально это можно определить по тому, как появляются небольшие пузыречки, и также начинает выделяться пар с поверхности глинтвейна. В этот момент нужно выключить огонь, накрыть напиток крышкой и оставить его минимум на 30 минут. Помните, что доводить до кипения глинтвейн нельзя. Если после того, как глинтвейн вы приготовили и напиток уже к этому времени немного остыл, то вы можете просто аккуратно прогреть его перед подачей.
Желаю вам атмосферных и согревающих вечеров, кайфуйте, а также не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал. С вами была Галина Артеменко.